Трампу грозит внушительный срок. Китай пытается сорвать саммит мира, а в Литве вводятся санкции против Беларуси. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. В России начинается призыв, но принудительная мобилизация не заканчивалась. Где оккупанты планируют набрать 300 тысяч в армию? Незаконное удержание в военкоматах, облавы, призыв одним днем. Это все события последней недели. Трамп будет сидеть, а сможет ли он участвовать в выборах и не сотворит ли он революцию в случае неудачи? Тут вопрос в том, что да, действительно, Трамп первый президент, который осужден по уголовному преступлению. Медведев снова угрожает, теперь атаками по странам НАТО и теперь разным оружием. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии, подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо», это тоже важно. Поехали. Китай не приедет в Швейцарию на саммит мира, об этом пишет Reuters, ссылаясь на 3 источника. Пекин отклонил приглашение якобы из-за того, что не были выполнены его требования, в частности, участие России наряду с Украиной. Китай всегда настаивал на том, что международная мирная конференция должна быть одобрена как Россией, так и Украиной при равном участии всех сторон и что все мирные предложения должны обсуждаться справедливо и равноправно. В противном случае ему будет трудно сыграть существенную роль в восстановлении мира. Швейцарское правительство вместе с украинскими официальными лицами, которые организовывают саммит, стремятся, чтобы на него приехали как можно больше высоких представителей. Сорвет ли саммит отсутствие Китая, мы спросили у политтехнолога Бориса Тизенгаузена. Изначально понимали, что Китай может своих представителей не отправить, они же там свой какой-то саммит на базе БРИКС хотят. Мы понимаем, что саммит максимально обезжирили, оставив 3 вопроса. Ядерная безопасность, продуктовая безопасность и обмен всех на всех и возврат украинских детей незаконно депортированных. То есть продуктовая безопасность, что зерновой коридор и так работает без России. Если они имеют в виду хитро туда включить еще не бить по портам Новороссийска или порт Кавказ, по которому бьют 2 дня подряд вооруженные силы Украины, не подрывать российский экспортный потенциал, это другое. То есть, может, они и это тоже россияне хотят протолкнуть, но их там не будет. Значит, ядерная безопасность. Тут что? Путин ядерные учения проводит с Беларусью вместе, угрожает. Эскалирует ситуацию. Причем я думаю, что все, если внимательно посмотреть, вся эскалация ядерная происходит после встречи Путина и Си Цзиньпина. Сама суть саммита договориться о том, как договариваться с Россией, то есть на какие темы, где и в каком составе. Вместе с тем, украинский президент отправился в Швецию на 3-й саммит Украина-Северная Европа, откуда в результате привезет целых 3 соглашения по безопасности. Это договоры, которые должны быть подписаны со всеми членами НАТО для того, чтобы финализировать вступление в альянс. После подписания этих 3 соглашений всего их будет 15 из 32 необходимых. Оккупанты тем временем начинают 2-ю фазу наступления на Харьковщину. Пишут об этом аналитики Института изучения войны, которые называют отвод украинских сил с критических участков линии фронта на востоке Украины и создание буферной зоны на севере Харьковской области российским приоритетом. После намеченного взятия Волчанска, который, к слову, в пропагандистских медиа берут уже 4-й раз, они планируют 2-ю фазу наступательной операции на севере Харьковской области. Хотя аналитики допускают, что планы могут быть сорваны или отсрочены силами обороны Украины. К тому же россияне пытаются добрать необходимое количество войск. Аналитики института оценивают это число в 70 тысяч, чего все равно не будет достаточно для штурма города-миллионника. Но, тем не менее, в России не прекращается набор в войска. Но даже зная про мясные штурмы, контракты подписывают россияне. И министр обороны Украины говорил о планах призвать еще до 300 тысяч новых российских рекрутов с 1 июля. Может быть, даже принудительно. Просто сейчас это вышло в паблик из-за того, что призыв. Из-за того, что все это стало распространяться на студентов, на призывников, на молодых людей, у которых, в отличие от людей постарше, есть близкие, есть друзья, в конце концов, есть там девушки, мамы, папы, у кого-то даже бабушки, может, у кого-то и прабабушки есть, которые могут бить тревогу, которые могут об этом рассказать. У людей постарше, когда на них оказывается давление, у них и времени такого нет.
И возможности, на самом деле, такое зачастую не бывает. Просто придать огласке то, что с ними происходит. Там все это происходит гораздо быстрее. Здесь процесс несколько более затянутый, поэтому можно успеть человека выцепить. Но да, если говорить именно про принуждение к подписанию контрактов, оно и не прекращалось, оно было всегда. Но если говорить про именно незаконное удержание в военкоматах, облавы, призыв одним днем, это все вот как бы события последней недели. Мы ждали, мы предупреждали, что это обязательно будет к концу призыва. Вот, собственно, конец призыва замаячил через месяц с небольшим. И вот оно, собственно, и произошло. Да, начались облавы так же, как было в прошлый призыв и в позапрошлый. Российский запасной президент угрожает снова и снова всем. В этот раз его возмутило разрешение стрелять западным оружием по территории России. Говорит, вся западная техника будет уничтожаться на территории западных же стран. А Россия исходит из того, что все дальнобойные средства поражения управляются военнослужащими НАТО. Такая индивидуальная помощь стран НАТО против России, будь то управление своими крылатыми ракетами большой дальности или отправка контингента войск в Украину, это серьезная эскалация конфликта. С применением тактического ядерного оружия тоже могут просчитаться, хотя это будет уже фатальная ошибка. А для тех вражеских стран, чьи земли дальше зоны покрытия тактического ядерного оружия, есть, наконец, стратегический потенциал. Жюри присяжных признали Трампа виновным по всем пунктам обвинения, а их аж 34. 45-й президент США обвиняется в фальсификации деловой документации, которая всплыла в уголовном процессе о неуплате налогов. Трамп стал первым президентом в истории США, который был осужден по такой тяжелой статье. Все это касается выплаты денег порноактрисе Сторми Дэниелс. Производилась эта выплата через адвоката Трампа и оформлялась как адвокатские услуги. Трамп заплатил Дэниелс тогда 130 тысяч, вроде как из выборного фонда. Теоретически за такие преступления по каждой из статей ему грозит до 4 лет лишения свободы. Но это решит специальный суд 11 июля. Детально разобрать ситуацию, как и то, какие ограничения могут быть у президента из-за решетки, попросили политтехнолога Бориса Тизенгаузена. Но, скорее всего, он получит условный срок. Тут вопрос в том, что да, действительно, Трамп первый президент, который осужден по уголовному преступлению. То есть, если бы он не был таким хитрым и жадным, то все бы совершенно иначе бы сложилось. Если бы он просто взял сумму денег или перечислил Сторми Дэниелс, актрисе взрослого кино, то вопросов бы не было. Репутационно, я не думаю, что Трамп с его таким эпатажным, с его довольно скандальным характером мог бы, как-то к нему бы прилип этот негатив. Нет. Честно говоря, в прошлый раз, когда Трампа выбрали президентом, все думали, что сексистский скандал, когда пленки всплыли, как Трамп там про женщин отзывался, говорил там, за что он их там хватал, думали, что это тоже может повлиять как-то негативно. Но здесь нужно понимать, избиратель Трампа, белый техасец, он говорит, так это же вообще отлично, наш человек, мужик прям. То есть вот так вот он воспринимается. Когда Трамп не хотел уходить из Белого дома в конце своего срока, люди штурмовали Конгресс. Сейчас, заявляя, что страна летит в пропасть, не будет ли Трамп делать что-то подобное, чтобы страна действительно в эту пропасть полетела? Вот тогда он точно сядет, и я думаю, что он сделал выводы. Тем более, мне кажется, он потратит 4 года, если станет президентом, на то, чтобы больше цементироваться, больше там каких-то правильных на внутреннего пользователя решений. У него есть локомотивные темы, борьба с нелегалами. Он вообще анонсировал высылку из США какого-то непостижимого количества нелегалов. Это будет самая большая депортация, говорит Трамп. Мне кажется, просто проблема Трампа, что он работает все время на очень острых внутренних противоречиях. Почему люди штурмовали Капитолий? Потому что Трамп, он сам такой властелин хаоса. Да? Хаос — это его стихия. Поэтому и хаос идет за ним. И это очень многих пугает, даже его однопартийцев, республиканцев, что он очень непредсказуемый. Я напомню, он Байдену на секундочку хотел войну оставить. Хотел начать войну к концу своей каденции с Северной Кореей. И оставить ее Байдену. На тебе, Байден, проблему такую. То есть вот в этом весь Трамп.
Литва запретила импорт почти 3000 белорусских и российских продуктов, а также некоторые бытовые товары из Беларуси. Но сделали это так, чтобы товары можно было заменить, то есть не навредить себе. То есть запретили только те, отсутствие которых можно заменить параллельным импортом. Фактически это значит, что такие белорусские товары останутся без рынков сбыта и будут работать в убыток. Может быть, именно такие санкции на самом деле работают. Я хочу напомнить вам, что мы существуем только благодаря вашей поддержке. Ваше спонсорство, донаты, то, что вы нажимаете кнопочку «Супер спасибо», позволяет нам создавать новые и новые видео. И спасибо вам за это, не останавливайтесь, пожалуйста. Ну и, конечно, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на наши каналы, все это тоже очень важно. На этом все, до встречи и хороших вам новостей.